нестандартное только здесь. Ребята, как всегда, у меня есть что вам показать. Привет. Здравствуйте, друзья. Помните, сосед подогнал мне огромный лист толстого алюминия. 7 миллиметров, однако. Небольшой кусок от него мне сегодня пригодится. Да-да, вы уже заметили? У меня новая болгарка. Аккумуляторная. Эволюция и меня не обошла стороной. Блин, оказывается, так удобно. Свобода от проводов и удлинителей. Чудо. Как всегда, попользуюсь ей. В следующем видео скажу, как она себя показала. И если все ок, поделюсь, где брал. Лист на место, отрезанный кусок на верстак. Все будет только из алюминия. Ну, почти все. Вообще, я не уверен, что это чистый алюминий. Может, сплав какой-то. Как проверить, не знаю. Если кто-то знает, буду весьма благодарен. Мне очень нравится работать с алюминием. Конечно, имеет свои особенности, но он легкий, прочный, податливый материал. Его легко сверлить, резать, нарезать резьбу. Варить, конечно, это отдельная тема. Пока только осваиваю. Но вы сегодня все увидите. Не знаю, как так вышло, но минус сверло. Бам, и его нет. Да и с ним буквой Ю. Сегодняшний проект реально очень любопытный. Вроде бы все должно заработать. И мне он пригодится не только для дома и в хозяйстве, но и в поездках на природу. Да и просто хочется испытать идею. Деталей совсем немного. Всего несколько штук и парочка из них повторяющиеся. Просто для того, чтобы набрать толщину. Все как я люблю. Аккуратность в деталях, красота в мелочах. У меня есть вот такой бесколлекторный движок. Он для RC-моделей, радиоуправляемых. Но его размеры обманчивы. По заявлению производителя, мощность его составляет целых 1300 Вт, а скорость вращения 890 оборотов на 1 вольт напряжения. У меня в среднем будет до 15 вольт под нагрузкой, а следовательно до 13 тысяч оборотов. Но все будет регулироваться. На его вал вот такая штука с Алиэкспресса. Ровно на вал 6 мм. Под малый УШМ диск. Но диска в этом проекте не будет. Я взял звезду под этот шпиндель. Звезда под стандартную цепь и ставится вместо посадочной прижимной шайбы. На ней также есть шлицы, чтобы не проворачивало. Ребята, к предыдущему видео было огромное количество комментов, впрочем, как практически к каждому. Все комменты очень позитивные, насыщенные положительными эмоциями, много добрых пожеланий. Стараюсь прислушиваться к вашим советам. Ну и негативные тоже встречаются, даже хейтерские. К моему сожалению, я не успеваю на все отвечать, но читаю все комменты. Огромное вам спасибо за них от всей души. Очень здорово, что невероятное количество зрителей канала не только интересуется темой самоделок, но и просто стремится узнать больше нового. Как что работает, из чего можно сделать, делится опытом в комментариях, делится своими идеями. У каждого из нас в детстве была страсть что-то создавать, у меня разбирать. Была тяга к неизведанному. Невообразимая фантазия, мечты, идеи. Мы все те же мальчишки, только игрушки стали сложнее и дороже. Друзья, вокруг слишком много интересного, чтобы ничего не делать. Тут некоторые детали, хоть можно было и просто прикрутить, я решил приварить. Продолжаю осваивать аргон и сварку алюминия. Жутко интересная тема. Опять забыл и снова немного загорел. Ну и чуть-чуть стало получаться. Не супер, конечно, но хоть как-то. Сейчас увидите. Только сильно не критикуйте, я только учусь. На основной станине сделал пазы на гриндере. Глубиной примерно 1,5 мм снизу и спереди. Сейчас покажу вам для чего. В этих пазах просверлил 2 отверстия с каждой стороны и нарезал резьбу М4. Вот, изготовил короб из листового 1-миллиметрового алюминия. Как вам швы? Для меня это неплохой прогресс. Если бы вы видели только, что было до этого. Подходит все практически идеально, как было задумано. В нем будет блок аккумуляторов с БМС-контроллером на 100 А. Собрал его по схеме 4S2P. Это подключение. 4 группы последовательно по 2 параллельных соединенных аккумуляторов. Получилось 16,8 вольт, 6,2 ампера. Сам бесколлекторный движок. Он будет подключаться через регулятор оборотов. У меня он всего на 80 ампер. Позже возьму помощнее. После пайки засуну его в термоусадку. И 2 тестера сервомашинок. Один из них будет в качестве регулятора оборотов. Прикрутил короб и вставил разъем для зарядки аккумуляторов. Ну как без него-то? Остается все быстренько дособирать и все.
Вот что получилось после сборки электронной части. Все пока очень по-простому. На всякий случай включу и проверю на работоспособность. Систему смазки цепи я еще не делал. Надо сначала убедиться вообще в работоспособности. Она будет исполнена путем подвода к шине в стандартное отверстие для масла по желобу в проставках под шиной. А резервуар будет сверху на рукояти. Думаю, граммов 80 будет достаточно. Снизу сделал уловитель цепи. Он стальной, на всякий случай. Шину поставил 8-дюймовую. Хотя можно и 10 или 12, но мне столько просто не нужно. Конечно, у меня есть небольшие недоделки. Например, я не сделал тормоз цепи, но он будет реализован электронно. Неплохо было бы сделать кнопочное управление с предохранительными рычагами. Взвешу пилу полностью в сборе. 1,8 килограмма. Нормально получилось. Сейчас небольшое сравнение моей пилы и обычной бензопилы. Забегу на e-каталог. Просто там характеристики, фото, цены и есть из чего выбрать. Давайте выберем штиль. Я заранее занес в избранное несколько моделей. Возьмем самую маленькую. Вес бензопилы намного больше. И это без бензина и масла. Как минимум еще плюс 500 грамм. Размер тоже гораздо больше. Мощность моей такая же, 1300 ватт. И в пересчете это 1,8 лошадей. Ну а чтобы понять по цене, достаточно просто посмотреть на график и как он меняется со временем. Все полезные ссылки из видео, где, что и как, оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Перед испытаниями, конечно же, смазка цепи вручную. В итоге, этот проект мне очень понравился. Он рабочий и очень интересный. Я получил опыт работы со сваркой толстого и тонкого алюминия. Опыт с бесколлекторным мощным движком и управлением им. Получилось все весьма аккуратно, для домашних условий. Очень маленький вес, очень компактный размер. И в этой самодельной малышке почти 2 лошадиные силы. Буду обязательно модернизировать пилу. Возьму более мощный регулятор и контроллер. Обязательно потом покажу вам конечный результат. Выйдем в лес, попилим кучу бревен. Валежника. Кстати, на канале еще очень много интересного, что вы могли еще не видеть. Ребята, как всегда, понравилось? Лайкос, большие пальцы вверх, подписка и комменты. Все полезные ссылки в описании под видео и в закрепленном верхнем комментарии. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео. До встречи, друзья. Пока-пока.